Новость, которая меня всерьез поставила в тупик, не могу просто понять. Жители Петербурга второй день жалуются на неработающий мобильный интернет. То ли жители Петербурга умственно неполноценны, причем все, а я не верю в коллективное умственное помешательство, то ли помешательством страдает «Медуза», который это публикует. С интернетом борется с 2018 года. Людей загоняют в цифровые гетто. Некоторые лимоновцы называют это гестапо. То ли оговорка по Фрейду, то ли хрен его знает, как это назвать. Но тех, которые говорят гестапо, сажают. Поэтому я буду предпочитать слово гетто. В Петербурге, и причем это с 18 года, они такие второй день жалуются. Им жаловаться запрещали, что ли, или что? Или у них голос прорезался? Или это какие-то совсем молодые, там, сколько им, 2-3 года, может, он научился ходить, научился говорить такое, что с интернетом? Может, это люди, которые произнесли первое слово. Раньше говорили «мама», теперь говорят «где интернет». Может быть так? Да вы мне уточняйте, что значит второй день? Вы что, шизанутые, что ли? Второй день. То, что в какой-то момент активно все выключат, в какой-то не очень активно. Это понятно. Но не надо писать про второй день. Только очередно, только пишите, вот медуза, да, значит, улитка. Переназовите себя не медуза, а знаете, как себя назовите? Это самое, опять забыл, гусеница. Гусеница. Сейчас в России гусеницы, мутантов завезли, там такие, они неубиваемые, короче, везде ползают. Такая дрянь. Вспоминаешь времена, когда черви в дождь выползали. Это было, оказывается, это была белая полоса. Вот, и, короче, вы пишите, значит, во-первых, себя назовите гусеница коричневая, вот, и дальше уже и нормально называйте вещи своими именами. Не второй день, а продолжается загон людей в цифровое гетто. В Петербурге вторые сутки не работает мобильный интернет, свидетельствует данные сервиса, в общем, свидетельство. Со сложностями при попытке зайти в интернет напоминает Фонтанка, напоминает она. Кому она напоминает? Тем, кто войти туда не может. А кому, как она им напомнит, если они не в курсе? Вы зажигаете костры оповещения, придумайте на каких-то высоких точках, чтобы небо дымом закладывало, когда нет интернета. Хотя тоже непонятно зачем, потому что люди, наверное, заметят, что у них нет интернета. Особенно во время операции, там, где интернет нужен. То хвастались долго, там, и роботы, правда, это я не знаю, нам нужен, наверное, мне кажется, нужен все равно. Ну ладно, в общем, проехали дальше. Короче, вот они говорят, что вот выяснили, сообщают они это кому-то. Накануне в Ленинградской области объявили об опасности атаки дронов. Ну, это, кстати говоря, как выключить интернет, сразу дроны. И тут уже некоторые заметили, что есть какая-то обратная логика. То есть, словно для того, чтобы люди не могли спастись. А просто как? Люди же сообщают друг другу, да? В Украине, например, просто сообщают с порога. Как только они к границе приближаются, примерно ориентируются, куда они двигаются. Украинские ведущие телеграм-каналов их отслеживают, там прям вот сколько поступает информация, куда они там развернули, там разошлись, они сообщают. И люди еще до включения оповещения о том, что есть атака в воздух, да, они уже знают, какие районы движутся, они заранее начинают к этому готовиться. Ну это там, где есть интернет. Я к чему? Потому что здесь отключают интернет, говорят, для безопасности. Для чьей безопасности? Ядрит Мадрид. Я вам объясняю, что безопасность только с интернетом. Без интернета опасность больше. А дронам, которые с искусственным интеллектом, и вообще с прибором на ваши интернеты, им они только мешают. Вот так. Чтобы там, может, они по рации друг с другом общаются. Еще раз, а почему нет? Я вообще фантазирую, я не знаю. Но это, им только мешает. Дронам. Тем, которые летают, а не тем, которые поют. Тем, которые поют, им ничего не мешает. У них трусиков нету. По состоянию на утро 20 мая, пишет Фонтанка, в Пулково более чем на 2 часа задержался 31 рейс, вылет 20 рейсов отменили. Ну, прям как Литву напоминает. В Литве все под столы забрались, а здесь так чисто, все нормально. Вот, ладно. В общем, всем здоровья, друзья мои. Летят дроны над нашей зоной. Да слушайте, пора песни все переписывать. Как там в песне? Дроны летят над нашей зоной. Вот. В общем, стало повеселей в зоне. Потому что когда летели голуби, они только срали. Понимаете? А теперь голубей приходится вспоминать с ностальгией.